Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, сегодня мы с вами, слава богу, закончим коррекцию на моих руках. Да-да, делаю я ее точно так же долго, как вам показываю. 3 дня я ее делала, 3 дня вам показываю, в общем, все как положено. Интересно, а есть мастера, которые могут себе на руках быстренько за часик коррекцию набабахать? Напишите в комментариях, сколько времени занимает у вас коррекция на ваших собственных руках. Вот у меня, например, 3 дня. И это только 3 дня на одну руку, вторую руку я делаю не сама, мне ее делает Аня, поэтому на нее уходит часа 4. Так что итого по итогу в сухом остатке 3 дня и 4 часа. Мы же тем временем покрыли ноготочки красным цветом. Мне захотелось красного, такого же, каким я рисовала бабочку. Мой любимый 71 от Blue Sky, если кто еще не в курсе. И именно на этом красном цвете начинаю вырисовывать бабочку. В данном случае я взяла черную красочку и потом буду ее растушевывать. То есть я хочу, чтобы мои бабочки были красные на красном, но тем не менее, чтобы они смотрелись ярко и объемно. Поскольку я, как обычно, девочка скромная, мне одного пальчика дизайна будет мало, поэтому я раскладываю бабочек аж на целых 3 пальца. Это будет очень интересно смотреться. Композиционно средний палец я сделаю полностью заполненным, а на безымянном и указательном сделаю диагональные композиции с бабочками, дополню это все вензельными элементами, и будет очень красивый дизайн. Но вы увидите, верьте, ну или хотя, наверное, вы, верите мне на слово, что этот дизайн будет безумно красивый. Тем временем раскладываю бабочки на те пальцы, на которых я их хочу видеть. В данном случае никуда не спешу и сильно не стараюсь, потому что здесь мне нет необходимости вырисовывать какие-то мегатонкие линии, поскольку я все равно буду здесь применять растушевку. Как я и говорила, начинаю растушевывать, потихонечку смешав черный цвет с прозрачным чем-нибудь, это или база, или финиш. В данном случае я смешивала с финишем. Я начинаю вокруг бабочек закладывать тени. То есть для того, чтобы оторвать моих бабочек красных, как я говорила, от красного фона, мне нужно сделать таким образом, как будто моя бабочка на мой фон отбрасывает тень. Поэтому я нанесла вот такой вот полупрозрачный черный, начинаю его тушевать. Кое-где наношу более плотным слоем, для того, чтобы показать, что бабочка все-таки самая объемная. Вот смотрите, уже даже вот в таком виде бабочка оторвалась от поверхности, она уже летит над нею, поэтому выглядит это все довольно симпатично и объемно. И здесь уже нужно немножечко потрудиться, потому что чем плавнее растушевочку вы сделаете, чем плавнее у вас будет переход цвета, тем плавнее и объемнее будет смотреться ваша бабочка, ну и, соответственно, чище тоже. Далее добавляю светлые места в свою бабочку при помощи вот такого вот оранжевого цвета. То есть, опять же, беру оранжевый гель-лак, наношу его в нужных местах и начинаю растушевывать. Наношу сначала один оттенок оранжевого, потом возьму оттеночек посветлее, потом, если захочется, можно добавить еще немножечко желтенького, чтобы еще светлее сделать нашу бабочку. В общем, играемся с цветами таким образом, чтобы получить плавную градацию цвета от красного в какой-нибудь светлый оттенок.
Как я и говорила, очень хорошая идея добавить немножечко желтых пятен, они сделают ярче саму бабочку, все это будет очень интересно смотреться, поэтому от этой идеи я не смогла отказаться. Итак, наша заготовочка для бабочки готова. По-моему, она довольно-таки объемно выглядит. Очень интересно, вкусно у нее разложены все растушевки. Поэтому я перекрыла матовым топом. Почему матовым? Потому что матовый лучше разделяет на слои мой дизайн. Я хочу, чтобы дизайн был очень объемным, поэтому прорисовку делаю поверх матового финиша. И вот на этом этапе уже стоит постараться. Почему? Потому что нам нужны здесь тонкие линии. Чем тоньше и изящнее мы обведем нашу бабочку, тем тоньше и изящнее будет выглядеть наш дизайн в целом. Поэтому здесь уже стараемся и делаем тоненькую прорисовочку. После того, как наша бабочка закончена, я решила добавить вензельных элементов, чтобы собрать окончательно композицию. Очень люблю эти элементы, в принципе, всегда, везде они выглядят очень стильно, очень уместно. Поэтому, если вы не знаете, чем закончить вам дизайн, закончите его вот таким вот образом. Берем и из меленьких вензелюшек собираем всю поверхность нашего дизайна.
Итак, вот такая вот красотища у нас получилась. Добавляем немножечко точечек, ну потому что как же можно без точечек, и точечек тоже надо добавить. И потом мы перекрываем глянцевым топом, потому что на своих руках матовое покрытие я не люблю, я люблю глянец. И будем крепить стразы, потому что бабочка на девочке у меня вся в стразиках. И сюда мы тоже будем добавлять стразы. Итак, располагаем такие же стразики, как на нашей девочке, на наших бабочках. В том же порядке добавляем такими же бульонками. Получается, у нас собирается дизайн в кучку. У нас такая себе повелительница бабочек на большом пальце и ее армия из бабушек на остальных. Итак, вот такие вот ноготочки у нас получились, но самое интересное, итоговую работу я снимала еще через день после того, как отпилила клиента. Поэтому указательный палец уже слегка попиленный и на руках куски ватки. В общем, для того, чтобы сделать себе ногти и их отснять, нужно 3 дня и 4 часа и еще час на следующий день для того, чтобы снять итоговую работу. Итак, на сегодня у меня все, девочки. Очень прошу, давайте немножечко поактивнее. Не скупитесь на лайки, не скупитесь на комментарии, потому что когда нет активности, к сожалению, YouTube не продвигает мои ролики, их никто не видит. Поэтому заранее всем спасибо за то, что написали комментарии. Огромное спасибо за ваши пальчики вверх. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!